Привет, ребят, дорогие друзья. Это уже 4-я часть, предпоследняя. Почти. У нас еще 5-я будет. 5-я Да. это самая последняя. Мы не можем разобраться, кто это. Но мы знаем, что это какой-то маньяк, и это дядя. Ну, тетя. Нет, это дядя. Мы же уже разобрались. Тетя ж не может быть. Тетя может вообще-то быть. Либо дядя, либо тетя. Мы еще не определяли. Ну, вроде бы дядя, да? Ну, ж по голосам. Да, слышно, какой-то дядя и маньяк какой-то. Но мы не знаем именно, как его зовут и все такое, что он от нас хочет. Походу, я знаю этого дядю. Ну, в смысле, как его зовут? Он по голосу как будто, знаешь, как будто это такой человек, он хоть и маньяк. Это может, знаешь, что быть либо Артем маленький, только еще либо вот тот малыш, который ходит. Кстати, может, это он. Помнишь, который ходит. У нас, короче, Вечно, помнишь, наш за углами пугал вечно? нет, он нас за углами. Да, он нас за углами пугал. Так у нас 2 маньяка же. Один с кепкой, другой с этой. Ну да. И который еще котят выкинул. Да. Так то не маньяк, то просто человек ему, наверное, они не надо были. Так в мешок сюда так не надо было садить. Это животное. Вообще зачем их выкидать куда-то? Типа на мусорку, все такое. Они же еще маленькие. Отдали бы кому-то. Все такое. А так если бы мы их не собрали, так выбились бы, скажи. Благодаря тебе и мне. Потому что мы выбросили. Их выбросили. Короче, ребята, давайте я расскажу вам какую историю. Короче, С котятами. мы гуляем, да, с котятами, как у меня были котята раньше. Мы гуляем на улице, короче. Да, короче, это еще летом было, да? Да, это летом. Можно я расскажу? Были... А ты расскажи. давай вместе. Каникулы, короче, Да. были у нас летние. Мы, короче, ходили, потом По бац, улице гуляли, и, короче, видим, бац, и видим. тихо, видим какого-то человека с мешком, а там А видим... вот, мы такие, я думаю, что он с мешка выкидает, а там котята. Один мальчик, а другая девочка. Да. И, короче, мы их забрали. Там еще пацан на велике с этим дядей ехал, говорил: девочки, если вам надо, забирайте. Я такая: ты что, вообще дебил? Ну, это в уме. Ну, короче, блин, мне настолько было жалко. Я просила просто слезами просила. Хорошо, что меня папа котов любит. Реально. А так бы он бы не разрешил бы. Но он был против девочки, да. Короче, сначала они были черненькими полностью. Я их сначала назвала Черныш-Чернышка. А потом я мальчика назвала Жорик. потому что он постоянно кушал, а девочку